давай, ребят, не каждый день играем с Арсеналом. Давай сядем минутку и в бой, как говорится. И рукопожатие алған кезде как раз артында алған. И бүйтіп Мбаппе өтіп бара жатыр, соңғы қылып, и Досманға өтті. Прикинь, FIFA сияқты дейді. Line here and you here, bro. Так, стоим, пацаны. А почему, скажи, на эти кричал? Алматы, Казахстан не будет сегодня спать. Он будет праздновать, он будет отмечать Лигу чемпионов. Красивых побед, драматичных матчей, ярких и интересных страниц в богатой летописи легендарного клуба было немало. И пусть этот фильм поможет преданным почитателям любимой дружины вновь окунуться в атмосферу переполненного центрального стадиона, болеющего за Кайрат. Я помню сам эти матчи, это был 83-й, 84-й года, 86-е года. Сам ходил на эти матчи студентом. И, конечно, дух захватывал, потому что стадион был полный. И вот этот дух болельщиков Кайрата, он, наверное, такой переходил из поколения в поколение. Алматинский Кайрат принимает на центральном стадионе столицы лидера второй подгруппы луганскую команду «Заря». В нынешнем сезоне «Заря» единственная из 49 команд класса А, не знавшая поражений. Футболисты «Зари» в белых формах. На футбол все ходили как на праздник. И именно вот как футбольный клуб Кайрат он оставил такую вот историю, что представлял Казахстан в чемпионате СССР. И острые ситуации. Это, представляете, вот 86 год, сюда приезжает основа сборной СССР, «Динамо Киев», которые блистали в Мексике на чемпионате мира и могли даже стать чемпионами. В начале второй половины игры гости стремятся сравнять счет, но безрезультатно. Последние минуты игры. Динамовцы атакуют. Гол! У ворот Динамо создается напряженный момент. 90-е годы, развал СССР и развал, наверное, всего футбола, потому что Кайрат в 92-м еще на старом багаже стал чемпионом Казахстана, а потом пошло скольжение под уклон. Люди все-таки меньше думали о футболе, связано все с изменениями, которые происходили внутри страны. И футбол, конечно, как и любой вид спорта, претерпел большие изменения. Алмас Құлшынбаев деген қорғаушы ағамыз бір оқиғаны айтты, Қайратта ойнадым дейді. Қайрат бұл Қазақстанның нөмірі бірінші командасы, атақты ұжым, Қайратта ойнауды кішкентайымнан армандадым және ойнадым дейді. 99-2000 жылдардың басында Қайратта ойнаған кезде мен $300 жалақы алдым дейді. Ол 45 мың теңге ақша. Соны клуб бере алмаған кездер болған дейді. Бізге бір демеуші табылып, бір компания азық-түлік беретін болды. Яғни макарон, картофель, сондай заттарды айлықтың орнына списать етеді. Я помню, как футболисты жаловались на то, что им приходилось даже приторговывать на базаре, чтобы получать деньги. Кайрат в те годы, 10-е, 11-е, лихорадило, не было хорошего фундамента, в виде надежного спонсора. То Акимат финансировал, то армия. Кайрат могут закрыть, потому что это как чемодан без ручки для руководства города. Я понимал, что у города свои проблемы, очень много социальных проблем. И, конечно, тратить миллионы денег на футбол, наверное, было нецелесообразно. Қайрат футбол клубының автобусыздан ашар етін, тек қана ол емес, анау Каблуковадағы академиясында кәдімгі адамдар кіріп шығып спокойно жүре беретін. Кейде бізде футбол не салатынбыз негізі бар ғой. Қайраттың базасы ғой деп қояды. Мы с собой приносили обогреватели на ночь, чтобы не замерзнуть. В целом горячей воды не было на базе. Условно мы холодной водой где-то быстро-быстро помылись и все. Для Кайрата и его поклонников наступили тяжелые времена, и само существование Кайрата было под вопросом. К нам обратился мэр города по вопросу финансирования футбольного клуба «Кайрат». Я хорошо помню, как мы прошли по приглашению Акимата на первый матч. Было максимум человек 200. Постелили газеты. Там деревянные эти стулья были. Не стулья, а сиденья деревянные. И ничего, мы пришли, сели.
посмотрели футбол. И, конечно, было обидно, что вроде бы футбольный клуб «Кайрат», такое большое имя для казахстанского футбола, и такие условия. Компания «Казросгаз» у очень многих ассоциируется еще и с футбольной командой «Кайрат», учредителем которой вы являетесь. Сегодня, если говорить в целом о социальной политике компании, вот для вас футбол, для вас политики вашей компании, и здесь же, наверное, более глобальная тема здорового образа жизни, что значит? Я понимал, что необходимо, почему заниматься академией и детским футболом, потому что это одна из составляющих части любого футбольного клуба. Тот же даже наш «Кайрат», он всегда имел какие-то академии, но они были вне клуба. Система подготовки в советское время была немного другая, она имела отношение больше к детско-спортивным школам, где дети занимались разными видами спорта и потом лучше куда-то попадали. Есть концепция развития детского футбола, концепция развития молодежного футбола при федерации. Мне как-то тяжело судить за остальные области, я могу только рассказать, чем мы занимаемся. Мы пошли от того, чтобы именно в первую очередь построить инфраструктуру. Где одна колонна вот эта убирается с переговорного зала. Этого не могу. Наконец-то начинается квалификация. Будем играть с европейскими командами, и это всегда огромный праздник для города. Люди собираются на центральном. Еврокубоктық квалификация матчтарының атмосферасы әрине ол Қазақстан премьер-лигасындағы атмосфералардан әрине ол өте бөлек. Квалификация кезінде жазғы ойындарда Алматыда атмосфера өте керемет болды. Бір наурыз тойлатып жатқан сияқты атмосфера болды. Бір сондай барлығы өте ұйымшыл, қуанышты екендері шынымен де көрініп тұрды. Командамыз өтсе екен дейміз, енді әрбір футболдың ерекше жанкүйері болғандықтан Чемпиондар лигасының гимнін стадионда есту барлығымыз үшін бір ерекше сезім. Сол сезімді біз де сезінгіміз келеді. Поэтому все с нетерпением ждут события эти. Тек қана команданың ғана емес, бұл жерде жалпы еліміздің абыройы бәсте тұр. Казахстанская команда играет против европейской, как будто вся страна соединяется воедино и болеет за один клуб. Первый матч у нас был с Олимпией. Матч с Олимпией, конечно, для нас это было такое событие. Это Лига чемпионов. Мы давно не участвовали там. Ойын қалай болады енді? Болжам айту өте қиын. Әрине, футбол сарапшылары басымдықты Олимпия Любляна командасына бергісі келеді. We were expecting a very difficult round because I played against Maribor before when I was in Luxembourg. В день матча было очень волнительно, и потому что я не ждал, что можно ждать от соперников, и это был мой, получается, первый год во взрослом футболе. Алып қою керек топты. Ереже бұзылды ма? Бұзылды дейді төреші. Өкінішке қарай ереже бұзылды деп есептейді. Қақпаға соққы, Заруцкий сәл қиналды, бірақ допты қолға алды. Жылдан пас алмасы Громыко. Громыко тамаша пас беріп отыр. Сәтбаев пен Жоржиньо. Қазір қақпаға соққы олама Сәтбаев. Гол! Достан Сәтбаев және Жоржиньо. Я благодарен своей команде, особенно Жоржиньо, который дал мне пас на пустые. Мы были сильно радостны, но, к сожалению, мы пропустили тоже гол и закончили этот матч 1-1. Мартинович доптың жолына бөгет болды. Ай-ай-ай, өкінішке қарай гол соғып кетті міне қарсыластарымыз. 1-1.
Давненько я не видел такого единения среди казахстанских болельщиков. Нужно понимать, что переживают и желают удачи Кайрату буквально все. Қайраттың шабуылы әуелете асылған пас паспен бағытталған соққы гол! Бар жоғы 5-ші минутта Қайрат 1-0 есебімен алға шықты. Допты тоқтата алмады Жоржиньо. Қайраттың шабуылы Муренский, соққы гол! Александр Муренский есеп 2-0, 21 жас. Как бы забил свой гол, воспользовался шансом. I think we destroyed their team in 30 minutes. Against Ljubljana was what gave us the boost for the next rounds. Финляндиялық футболшылар шабуылдайды қазір. Өткізіп қойды, тепкізбеу керек және гол. Есеп 1-0. Нужно давить вторым темпом. Рамыка! И очередной сейв голкипера Хазе. Тағы да бір соққы гол. Есеп 2-0. Қайрат командасының қорғанысы ештеңе істей алмады бұл жерде. Бәрін түсінбей қалдым, қалай ұтылуға болады деп. I was very frustrated because I remember I didn't do a good game. Not at all. I lost many balls. I missed a lot of simple things that usually I don't miss. Simple basic things like first touch, control, simple passes. Было немного более волнительно, потому что начали проигрывать еще в гостях. И всегда в гостях отыгрывается намного тяжелее. Ол жақта полиясы нашар болды. Екіншісі ол команда. Андай просто алдыға теуіп, борьба, подбор істейтін команда ғой. И солардың полясына как раз әдемі келетін ойын ғой негізінде. И олар солай ойнады. Біз оған дайын болмадық, өйткені поляға қиын болды үйрену. Я чуть был разочарован исходом, но я все-таки до конца верил, что это футбол. В футболе все возможно. Мы очень расстроились. И все прям там, знаете, там в Казахстане все на нас там обрушились с критикой, что вот мы там такие смешные, там проиграли там финским почтальонам, да? Конечно, я и как любой, наверное, руководитель был злой, но я видел по игре потенциал команды. И когда матч закончился, я разговаривал по телефону с Уразбахтиным, и он тоже мне об этом сказал, что не переживайте, мы их точно выиграем, мы видим потенциал команды нашей намного выше. Of course, in this moment it was very hard in the trip back to Almaty because it was not the result we want. So it was really hard flight back. Отрезок, да, который мы ждали до следующего матча, до ответного матча, да, то есть на самом деле не просто было, потому что в нас мало кто верил. Никто в команде, футболисты и тренерский штаб не держал в себя мысли такие в голове, что все это закончилось. Когда они прилетели в Алмату, они выставили провокационный пост, то, что якобы настоящие желто-черные приехали, и это очень нас завело. Бәріміз түсіндік, то, что Алматыда оларға қиын болады. Өзімізге уверен болдық, то, что ұтатынымызға, дальше шығатынымызға. И мы еще за неделю до матча сплотились как команда, мы пообщались друг с другом, поняли то, что так не пойдет, такие игры нужно вырывать, и начали готовиться более усерднее. Все жили и ждали этого матча ответного, чтобы перевернуть все. Тренер нас очень сильно верил, поддерживал, говорил, что это футбол. Футбол играет 90 минут и все возможно. У всех я чувствовал уверенность, да, то есть и все в один голос говорили, то есть ничего не потеряно, мы в принципе сможем. Ну давай, ребят, настраиваемся на победу. Давайте, пойдем. Қайрат бірінші кездесуде бір өкініштісі 0-2 есебімен жол беріп қойған, бірақ осы бүгінгі матчта Алматыда орталық стадионда барын салып келесі кезеңге жолдаманы жұлып алады деп сенеміз. Ал мына жақта алыстан қақпаға соққы бағыттауға мүмкіндік бар ма? Дәл солай соққы!
тамаша пас. Қақпаға соққы керек, соққы бола ма? Гол! Гол, 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 гол! 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 2-0! Ну и что-то подобное делает Кайрат. На прессинге Громыко! Финляндиялықтар бірақ еш нәрсе істей алмады. Қайрат сенімді жеңіске жетті. Есеп 3-0. Вот, мы забили третий, все сильно радостные. Это можно назвать гол в раздевалку, потому что там за 5 минут до первого тайма мы забили этот третий гол. Мы готовились только на победу и знали, что мы выиграем. Я был уверен в своих ребятах. Я думаю, каждый был уверен, что мы обыграем их дома. Большую, конечно, поддержку оказали наши болельщики. Полный стадион был, вот эти флаги, да, то есть это, ну, такая атмосфера была, конечно, сумасшедшая. Вот это. Знаешь, у этой команды есть характер. Я работал сам в клубе и видел много составов, и именно этот состав сейчас со стороны кажется более сплоченный, я так думаю, потому что вот после 2-0 отыграть дома 3-0, разгромить соперника и пройти дальше, это, конечно, похвально. И я думаю, что эта команда может больше показать в этой Еврокомпании, и надеюсь увидеть нашу команду как минимум в Лиге конференции, да, в Еврокубках, ну, в целом в группе Еврокубков. Алаңға толған жанкүйерлер Қайратты қолдауға дайын. Ендеше Қайрат бүгінгі матчта жеңіс үшін аянып қалмауға да дайын десек болады. Иә, дәл солай. Бұрышына қарай қақпашы және пенальти! Сорғыз пенальти көрсетті көсібейік. Шынымен де өресібейік төреші. Сонымен Сәтбаев қарақсы келмейді. Қақпашыға өте маңызды сәт. Ақтан Сәтбаев және гол! Қайраттың жеңісі, жеңіс құтты болсын. Сонда да осындай сын жасаудың қажеті жоқ. Ортаға пас, қақпаға соққы және есеп өзгерді. То есть игроков мы назначали, то есть мы подходили, спрашивали, вот, допустим, там, пробьешь пенальти, как бы, начинали как бы волноваться, я сразу говорил, все, ладно, не надо. То есть те, кто уверенно отвечали, как бы, мы, ну, назначали. Локомансы пенальти! Доминик Такичтің қақпасына соққы бағыттаймыз. Соққы! Және гол! 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 Қайрат УЕФА Чемпиондар Лигасында шіркін плей-оффқа, финалға жолдама алды. That penalty I will never miss. Maybe another penalty I will miss, but that one I will never miss. Две замены, которые мы хотели сделать. Мы хотели Заруцкого поменять, Заруцкий отбил. И Жоржа мы хотели его поменять, но в последний момент передумали. Вот он забивает победный гол. Доброй ночи, уважаемые телезрители. Большое Лига Чемпионское путешествие казахстанского Кайрата продолжается. И алматинцы, подобно странникам из произведений Толкина, сегодня... Trying to be serious, but when I was looking everything, I just started smiling because I could see the fence close to the pitch. More game like every other. Передача в штрафную. Эдмилсон дальше. Было, знаешь, как большая уверенность, что дома может что-то случиться. Селтик будет разыгрывать мяч, поэтому Сапаев так близко находится. Көмектесуін білексің ғой. Үлкен үлесіңді қосып, игроктар... Мы тебя поддержим, ничего не выдумывай. Он играл в сезоне с перебоями, то есть у него все равно не чувствуешь себя так уверенно, как ты играешь все матчи по 90 минут. Мен өзім үште ұтқым келді. Игроктарды да сені балдатамыз деген. К тому времени уже ребята в себя поверили. Ребята поверили, что могут пройти дальше. И, конечно, у нас было больше желаний, чем у них. Хотя Селтик последний, по-моему, там год или, я если так точно помню, по-моему, последний год они не играли в Лиге Чемпионов. Исходя из этого, у нас, наверное, было больше желаний. Селтикке қарсы матч өткіземіз. Бірінші ойын 0-0 есебімен аяқталған. Сондықтан Алматыдағы, Қазақстандағы матчта үмітіміз өте көп болып тұр және сеніміміз мол.
бүгін Қайрат командасы Еуропада Қазақстан атын шығарады деген сенімдеміз. Сейчас Селтик штрафной, подачу. Пенальти. Такой розыгрыш мяча, и нужно выбивать. Мирлан, и дальше Давид Мартинович. Нет! Кости собрал в кучу, вот, и постарался максимально попробовать помешать. Эмоция сразу отхандай қуандым ғой. Қосамаған кезде. Қарсы Глазго. Определять, кто отправится в Лигу чемпионов в серии пенальти. Адам Ида против Тамерлана Анарбекова. Лучший бомбардир Селтика прошлого сезона. В серии! Алматы и Казахстан не будет сегодня спать. Он будет праздновать, он будет отмечать Лигу чемпионов, которая осенью будет продолжаться и для Кайрата, и для Казахстана. Начинаем выпуск с того, как вчера казахстанцы праздновали историческую победу Кайрата. Наша команда выбила Селтик из Лиги чемпионов в драматичной серии пенальти и впервые пробил... Тренер, главный тренер көрдіңіздер, тоқтатып линияда аяқ шығып кеткен, заступаған жоқ па деген сияқты. Пенальтида аяқта бір аяғын, екі аяғын заступал, вообще ойламадым. Просто эмоцияға беріліп, не істерін білмей қуанып бастадым. Резервный судья подошел к нам перед пенальти, и он нам говорит, когда забьют последний удар, когда будет, если его забьют, да, не радуйтесь, потому что мы будем проверять гол, будем проверять гол, ВАР будет проверять гол, если будет все правильно, тогда будете радоваться. Всем тренерам говорю, тихо, не радуйтесь, а вот все они уже побежали все. Я говорю, как сказать же не радоваться? Я потом смотрю, судья там, молчит, там, все радуются. Я говорю, давайте тогда радоваться. Это был такой большой праздник успеха, праздник того, что это уже ты потом осознаешь на следующий день. Праздник того, что мы достигли результата, к которому шли долгие годы. И что интересно, никто нам не верил. Никто нам не верил, что мы можем достичь такой результат. Особо таких каких-то предвкушений у меня не было. Конечно, мне хотелось Барселону и Челси. Челси, потому что я вот туда перейду, а Барселона, потому что, клуб, который болел в детстве. Now the warmest welcome is for the newcomers to the UEFA Champions League. Честно говоря, большое значение не придавал, потому что я прекрасно понимал, что к нам точно попадет кто-то из топ-клубов. Но я вообще, мне Ливерпуль нравится еще со времен Клопа, да, то есть мне нравился Ливерпуль там при Клопе. И как-то я, честно, думал, попал бы вот Ливерпуль. This year it's no less than 4. It's Union Saint-Gilloise, Kairat Almaty, Pafos and Bodo Glimt. 4 different cases, the same wonderful story. It's a very nice day. Everybody expected play against big teams. I was a little bit arrogant on that day. Sometimes I am a little bit like this. And I was saying, I don't care whoever we play, we just need to go. It's one more game like the others. Барлығымыз бірге көрейік дегенде согласовали вместе игроктермен. Жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов. Команда и тренерский штаб алматинского Кайрата уже в сборе. Все, затаив дыхание, ждут, кто же выпадет им соперники. Это тот момент, когда сбываются большие футбольные мечты. Arsenal FC semi-finals last year. They had to concede a victory only to the eventual winners.
арманым орындалды деп ойлаймын. Английский премьер-лига командасымен ойнау үлкен мәртебе. Интер Милано. Для меня именно с того момента просто дало осознание то, что надо типа все уже готовиться именно с сегодняшнего дня. Real Madrid. So if you press the button, we will reveal 8 opponents for Real Madrid. Подожди, они к нам приедут. Реал Мадрид. Видео емес, просто қарап шок болады. Обычно такие команды думают, а зачем нам играть с Реал Мадридом? Первое время я не понимал особо то, что вот Реал, мы сыграем в Лиге Чемпионов. Барлық жерде түсіріп жатыр. Радиктің өзі видео түсіріп жатыр, шок болды. С такими командами сыграть, конечно, это мечта, наверное, для любого тренера и для любого игрока. Это было, наверное, важно с точки зрения того, что в Алмату приезжает большой клуб, один из лидеров мирового футбола. И именно для такого праздника футбола, которого, наверное, в Алмате все заждались, и многие его заслуживали. Great pleasure to have them in this competition. They face former champions Real Madrid and Inter. I mean, that's going to be incredible for their fans. So their journey begins, as does everyone else's.